Всем привет! Мы в Германии, мотосалоне Триумф. За моей спиной куча крутых байков, и мы идем их тестить. Открытие сезона – это всегда праздник. Но в этом году в мотосалоне меня ждал особый гость – Триумф Rocket 3. Когда видишь эти огромные трубы выхлопа и двигатель размером с холодильник, невольно начинаешь уважать британскую инженерию. Менеджер протягивает ключи, короткий инструктаж, и вот я нажимаю кнопку пуска. Звук – это не просто рык, это низкочастотный гул, который чувствуешь костями. Когда ты стоишь рядом, ты понимаешь, это не мотоцикл построили вокруг двигателя. Это двигатели решили научить ездить по дорогам общего пользования. Погнали! Два с половиной литра. 3 цилиндра размером с пивные кеги. Это самый большой серийный мотор в мире, и это чувствуется в каждом болте. Первое впечатление – он легкий. Нет, он весит больше 300 килограмм, но когда ты трогаешься, вес исчезает. Магия развесовки. Но главная магия в правой руке. Я выезжаю напрямую, чуть-чуть открываю газ, и мир вокруг просто размывается. У этого мотора нет предела. Кажется, если привязать к нему плуг, он перепашет весь Шварцвальд и даже не заметит этого. Каждое ускорение – это честный удар адреналина в кровь. Ребята, крутящий момент в 221 ньютон-метр – это не цифры в буклете. Это когда твои руки становятся на 5 сантиметров длиннее, а зрачки расширяются до предела. Ему все равно, какая передача включена. Ты просто открываешь газ, и реальность начинает деформироваться. Я боялся, что в поворотах он будет вести себя как утюг. Но нет. Рокет послушно ныряет в повороты. Да, ты чувствуешь его массу. Ты понимаешь, что под тобой огромная мощь. Но тормоза Brembo останавливают этот локомотив так уверенно, как будто это легкий Naked. Сидишь как король, широко, уверенно. В зеркалах ты видишь не только плечи, а то, как быстро исчезают те, кто пытался за тобой угнаться. При весе в 300 с лишним килограммов он не падает в поворот, он в него ввинчивается. Инженеры Триумф совершили какое-то колдовство с геометрией. Ты сидишь низко, центр тяжести идеальный. Rocket 3 – это байк для тех, кто не хочет ничего доказывать. Ты просто открываешь газ и оставляешь все проблемы далеко позади. Тест-драйв подошел к концу. Я возвращаю ключи с неохотой. Rocket 3 – это не мотоцикл на каждый день, это манифест. Это ответ на вопрос: а что если мы сделаем самый безумный серийный байк? После него любой мотоцикл кажется игрушечным. Стоит ли он своих денег? Если вы хотите чувствовать себя властелином дорог, определенно.
Пересаживаюсь на второй байк нашего теста. И нет, друзья, это не внедорожный ралли. Это Tiger 900 GT Pro. Мотоцикл, созданный специально для тех, кто любит путешествовать быстро, далеко и с максимальным комфортом, но не собирается съезжать с хорошего асфальта. И знаете что? После тяжелого рокета это как будто ты снял массивные ботинки и надел технологичные беговые кроссовки. Первое, что замечаешь, когда садишься на GT Pro, это невероятное удобство. Посадка здесь чуть ниже, чем во внедорожной версии. Ноги отлично достают до земли, а эргономика выверена до миллиметра. Ты сидишь высоко, обзор потрясающий, ветрозащита работает на твердую пятерку. Двигатель здесь все та же знаменитая тройка с коленом T-Plane. На низах у него сочный, агрессивный рокот, а когда ты крутишь его к верхам, он начинает петь, как породистый спортбайк. Выезжаем на извилистые дорожки Пфальца. И вот тут GT Pro раскрывает свои истинные карты. На литых дисках с асфальтовыми настройками подвески Марцоки этот мотоцикл управляется силой мысли. Ты просто смотришь на поворот, а тигр уже там. Никакой раскачки, никакого клевка при торможении. Он стоит на дуге, как вкопанный. Электронно регулируемая задняя подвеска здесь творит чудеса. Ты можешь на ходу поменять жесткость, и байк мгновенно адаптируется под покрытие. Тормоза Brembo Stylema здесь работают так же филигранно, как и на Рокете, но из-за меньшего веса байка замедление кажется еще более эффективным. В максимальной комплектации Pro у нас есть все, и двухсторонний квикшифтер, который щелкает передачи, как затвор винтовки, и подогревы всего, что можно подогреть, и круиз-контроль. Это идеальный асфальтовый турист. Если Rocket это про чистые эмоции и статус, то Tiger 900 GT Pro это про километры. На нем ты не просто едешь, ты пожираешь серпантины один за другим, вообще не чувствуя усталости. Этот байк, на котором хочется выехать утром из дома в Германии, а к вечеру пить кофе где-нибудь на побережье Италии. Настоящий универсал для реальных дорог. После прохвата на Тигре я окончательно убедился, что этот байк готов к любым асфальтовым безумствам. Но когда вернулся на площадку автохауса, я понял, что настоящее безумство только начинаются. Организаторы объявили начало шоу каскадеров. Я быстро перехватил у жены вторую камеру, встал поближе и приготовился снимать. А на площадку выехали парни, для которых законы физики вообще не существуют. Ну, после такого зрелища нужно немного выдохнуть и успокоить пульс. Тем более, что у меня в кармане остались последние, самые стильные ключи на сегодня. Мы наконец-то добрались до него. Триумф Бонневиль Бобер. Посмотрите на него. Это же ходячая выставка искусства. Звук выхлопа здесь совершенно другой, нежели у Рокета или Тигра. Он более низкий, утробный, сочно булькающий на холостых. Включаю первую передачу с четким, породистым металлическим кликом и
просто выезжаю на улочки. И знаете что? На Бобере вообще не хочется лететь, сломя голову. На нем хочется ехать не торопясь, фланировать вдоль витрин, ловить на себе восхищенные взгляды прохожих и кайфовать от собственного отражения в стеклах автохауса. Британцы умудрились сотворить шедевр промышленного дизайна. Одиночное сиденье, которое буквально парит в воздухе над задним колесом, чистокровный кастомный силуэт, упрятанный моноамортизатор, имитирующий жесткую раму Hardtail, и полное, абсолютное отсутствие лишнего пластика, только благородный металл, хром и спецованные колеса. Если предыдущие два байка были про запредельную скорость, огромную мощь и дальние путешествия, то этот мотоцикл, он про чистую, концентрированную любовь к мотокультуре. Несмотря на свой классический олдскульный вид, он под завязку напичкан современными технологиями. Электронный газ, трекшн-контроль, режимы езды и отличные тормоза. Но когда ты за рулем, ты обо всем этом забываешь. У него очень специфическая, каноничная эргономика. Ты сидишь низко к земле, ноги чуть впереди, руки лежат на широком прямом руле. Центр тяжести находится в самом низу, поэтому управляется этот крейсер на удивление легко и послушно. Ты буквально сливаешься с ним в одно целое. Это байк для абсолютного эгоиста. Здесь физически нет места для пассажира. Сюда не повесишь огромные туристические кофры. Здесь только ты, этот великолепный кусок британского железа и дорога. Бобер – это не про практичность, это про эстетику в чистом виде, про то, как благородно вибрирует металл, как звучит правильный выхлоп и как солнце играет на хромированных деталях. После безумной мощи Рокета, идеального комфорта Тигра, Бобер возвращает тебя к истокам, к пониманию того, за что мы вообще любим мотоциклы. Ну как тебе? Классный Бобер. Классный Бобер. Ну, рычит прикольно. Как тигр. Как тигр.